Далее. Так, звук минус, яркость. Ага, как-то так. Так. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Так, нус. Шаббат шалом, да. Салям алейкум, да. Ну и просто всем здрасте. Что у нас продолжается? В принципе, горизонт завален, как всегда. Да. Что у нас продолжается? Сидение по домам. Вторую неделю сидим. Значит, по большому счету, что, собственно, рассказывать? Рассказывать, по большому счету, есть что. И это, к сожалению, не просто про физическое или физиологическое здоровье, а скорее про социальное здоровье. С одной стороны, это у нас очень хорошо, народ такой адаптивный. Сегодня походил, посмотрел, погулял. Вот. Люди ходят. Самое смешное, самое интересное вообще такая вот штука. Молодежь ходит в масках. По улицам, по паркам, на великах ездит, в масках. Значит, ну, пожилые люди там, понятно, в масках. Моего возраста в масках практически нет никого. Что удивительно в этом? Когда я был, скажем так, курсантом, ну, то есть возрастом этого самого молодняка, да, от 17 до 20 лет, блин, в минус 30 выйти на улицу в тапочках на босу ногу, в штанах и майке при ветре, это было нормально. Ну просто потому, что начальство настоятельно рекомендовало там одеваться, там надевать шапку, одеваться вообще и так далее. Ну как это, блин? Ёкарный бабай. Че это? Я тут не мужик, что ли, парасыты? Вот. Пофиг мороз, я в Удмуртии рос. Что называется. Понимаете? А сейчас молодежь сказали в маске, они в маске. Везде. Отсюда вывод. Какая нафиг революция? Никакой революции власти опасаться нечего в принципе. Все революции, если они снизу, они делаются молодым поколением. Теми, у кого есть энергия поскакать. Понимаете ли? У меня вот энергии, значит, поскакать вместе с ними, например, уже нет. Мне уже будет лень куда-то там что-то лезть, выковыривать брусчатку, строить баррикады и так далее. Ну, зачем эта суета? Я лучше приду потом, как в том анекдоте, значит, про быка и, значит, молодого бычка, да? Вот. Мы спокойно спустимся и отдерем все стадо. Вот. Не надо суетиться. Да. Суета вот такая, она для молодняка. Но молодняк у нас сейчас... Вот. Да не будет никакого бунта, никаких идиотов, блин. Нет, в принципе не будет. Вот уже сегодня, в принципе, хорошо видна такая вот тенденция, понимаете? Сказали надеть намордники, и сразу видно, кто надел намордник. То есть он готов на что угодно. Ему сказали, он сделал. Если сказали, скажут завтра надеть не намордник, а ошейник, он наденет ошейник. Вот. Если, значит, ну так вот, шутки шутками, но с народом поговорил. Я говорю, блин, ну завтра вот что, скажут там теткам ходить с титками наружу, значит, что, будут ходить наружу? Ответ, будут. Тот же самый процент, который сейчас ходит в намордниках, завтра будут ходить, да, с титками наружу. Потому что власть так сказала, да, и потому что за это еще и штраф. Но многие, потому что еще и, да, надо мужа, мужика там, значит, и так далее и тому подобное. Понимаете?
блин, кто мог подумать месяц назад, что мы будем сидеть, просто так нам скажут сидеть. Мы будем сидеть по команде. Вот. Все же сидят. Хотя на самом деле, еще раз, всего лишь это истерия, нагнетание паники в обществе, эпидемического порога нет нигде, роста смертности нет нигде, что характерно. Вот. Ни в Италии, ни в Штатах тех же самых, ни в Китае нигде нет роста смертности относительно того же самого периода, допустим, прошлого года. То есть все как всегда. Что у нас раньше гриппов не было с осложнениями на легкие, с плавным переходом в пневмонию? Были. В чем проблема-то? Вот. Как-то так вот. На сегодняшний день, да, вот такая вот очень интересная ситуация, когда по большому счету, значит, истерия нагнетает само государство, вот, само правительство. При этом возникает подозрение, что отрабатывается технология. Помните, не так давно рассказывали про такую бяку, как типа американцы тестировали, значит, социальную технологию управляемого хаоса. И типа, значит, эта технология провалилась, она ни хрена не работает, все похихикали над американцами, потыкали в них, значит, пальцами и так далее. Вот. И так далее. Лежать можно. Если что, скажете, я разрешил. Да. Если вы ложитесь на кровать, то лучше на спинку повесить, как это, буняшку с надписью «До весны не будить, при пожаре выносить первым». Ну, чтобы совсем аутентично было. Да. Так вот. Все американцев, значит, пальцами потыкали, похихикали над ними, что у них, видите ли, технология не сработала. На сегодняшний день, как я вижу, технология именно что сработала, причем сработала прекрасным образом. По всей Евразии, значит, стоит паника по полной программе, кроме двух стран, Швеция и Белоруссия. Классно, да? Нашлись, однако. Вот. Где паники никакой нет. Где предприятия продолжают работать, люди ходить на работу, экономика, соответственно, жива. Вот. Все остальные, как сошли с ума, занимаются уничтожением собственных экономик по полной программе. По чисто официальным данным, каждое государство теряет что-то там, сколько-то в процентах ВВП каждый день. То есть потери, сумасшедшие экономические потери от этой хренотени, огромные. Конечные потери вот от этой паники и истерии будут такие, что никакая эпидемия рядом не стояла. Потому что если сейчас люди от этого вируса практически не умирают, если брать там в процентном соотношении, вот, то, извините, потом они умирать будут от голода. Элементарно. Ну, с разными людьми разговариваю, разных профессий. Значит, да, продавцы в продуктовых магазинах, да, говорят, что, блин, сейчас бум, такое ощущение, что народ, блин, все, делать перестали все, кроме как жрать. Такого спроса на продукты питания не было до этого вируса вообще никогда. Самое главное, чем отметился вирус, это, блин, повышенным аппетитом у народа. Все ходят, скупают еду. Вот. И добавка к этому. Есть подозрение, что, говорит, через месяц мы, говорит, останемся без работы. Я говорю, почему? Ну, потому что, говорит, покупать будет некому. Деньги кончатся. И все. Можно будет закрываться. Понимаете, да? Вот. Такая вот штука.
интересная, нехорошая получается. Да, из новостей. Путин издал указ, согласно которому передал право вводить чрезвычайное положение и т.д. и т.п. правительству, то бишь в лице Мишустина. Еще раз, Путин делегировал свои права вводить чрезвычайное положение в стране Мишустину. Если что, наш президент является верховным главнокомандующим не только для армии. Он является верховным главнокомандующим фактически для всех. И именно что в экстренной ситуации, он для того и нужен, чтобы в экстренной ситуации единолично, опираясь, так сказать, на мнение своих подчиненных, того же правительства, издавать конкретные, значит, указы, координировать действия разных структур и руководить этим всем. Он именно для этого нужен. Не для того, чтобы он там нам мило улыбался, значит, самой вершины власти, а именно для этого. Именно для того, чтобы в чрезвычайных ситуациях единолично принимать решения. Да. И вот это вот он отдал. То есть, извините, но фактически Путин сложил с себя все полномочия. Вот эти вот права вводить в стране чрезвычайное положение, да, там, ну, до кучи в этом же ряду стоит, например, объявлять войну или начинать войну там с другим государством. Да, это прерогатива именно президента. Помните, у нас Медведев был президентом в 2008 году, когда, значит, там конфликт с Грузией был. Что? Он отдавал приказы. Да, значит, войскам сделать то-то, этим сделать то-то, и т.д. и т.п. Ну, там, корявенько, неважно, не суть, оценивать не будем, суть в другом, что он это делал. Именно для этого нужен президент вот в нашей структуре власти. Значит, смотрите, еще раз, есть вероятность того, что он болен, в связи с этим он делегировал полномочия. Но, еще раз, это говорит о том, что в стране случился переворот. Он сложил с себя полномочия. Временно, не временно, теоретически он должен вместо себя кого-то назначить. Понимаете? Если президент с такими полномочиями уходит на больничный, по большому счету, на такой больничный, когда он не в состоянии руководить страной или принимать правильные решения, то да, в стране должно вводиться фактически чрезвычайное положение, оно может не объявляться, но должно быть усиление везде по, например, структуре МВД, усиление, патрулирование на улицах, чтобы, не дай боже, в это время никто не начал скакать на Майдане. Понимаете? Армия должна, значит, встать на повышенную боеготовность на всякий случай, потому что чего? Верховного главнокомандующего нет. Кто у нас теперь верховным главнокомандующим? Мишустин? Извините, он вчера налоги собирал, а сегодня он главнокомандующий? Не-не-не, ребятки. Еще раз, чтобы вы понимали, давайте вот, мне говорят, что я примеры привожу какие-то пошлые. Я привожу примеры такие, чтобы было понятно и доступно всем. Значит, чем отличается глава семейства от прочих? Тем, что он в состоянии драть все свое семейство, причем одних в переносном смысле, а других в прямом смысле. Понимаете? Если глава семейства вдруг по причине своей болезни, ну да, у него есть там друзья, приятели, у него есть какие-то, значит, там наемные работники, которые могут прийти унитаз починить, значит, там, я не знаю, крышу починить, да, дверь там поменять, полы пошкрести, значит, окна помыть, хрен с ним. Есть вот эта вот компания, которых там приглашает для тех или иных действий. Но если он этой компании, извините, делегирует свое право, драть свою семью,
одних в переносном, других в прямом смысле, он что? Он перестает быть главой семейства от слова совсем. Понимаете? Вернуть обратно вот эти вот вещи крайне сложно. Особенно во власти. По одной простой причине, что там всегда есть те, кто хочет эту самую власть себе отобрать. Постоянные интриги и так далее. На сегодняшний день у нас в стране бодаются две группировки. Вот. Одна, так сказать, группировка, которая, скажем так, патриоты. Они хотят возрождать здесь экономику, промышленность, например, чтобы Россия была самодостаточным государством. Мы не говорим о том, значит, какой они здесь социальный строй хотят, политический строй. Это абсолютно не принципиально. Они хотят, чтобы Россия развивалась. Есть другая команда. Вот это вот гайдаровская, чубайсовская команда, которая считает, что Россия должна служить Западу. Быть сырьевым придатком Запада и так далее. Благодаря этой команде, значит, у нас, если цена на нефть на рынке выросла, у нас вырос бензин. Если цена на рынке нефти упала, у нас опять в цене вырос бензин. Да? Вот. Благодаря этим товарищам как раз-таки такая структура, как Центробанк и госпожа Набиуллина, не подчиняются законам Российской Федерации и товарищу Путину. От слова совсем. Набиуллина вместе со своим Центробанком подчиняется МВФ. Вот. Если что, если кто-то не понял. Соответственно, банки у нас вынуждены вот так вот, виляя задом, все время, значит, маневрировать между Центробанком и, соответственно, Путиным. И именно поэтому, когда, значит, Путин сказал, что вы должны выплачивать гражданам зарплату, вот, а банки должны ввести кредитные каникулы, банки положили, значит, на вот это вот с прибором, а гражданам зарплату никто не выплачивает. Понятно, да? Вот. В этих условиях, соответственно, встает вопрос, кто на сегодняшний день взял, так сказать, ситуацию в свои руки, отобрал. Вот. Судя по действиям, например, как раз-таки Собянина, вот, есть подозрение, что власть перешла окончательно к либеральной группировке. Вот. Такая вот нехорошая штука-то, собственно, вырисовывается. Ну, в принципе, ближайшие события, я думаю, там ближайшие неделя-две, они покажут, будет у нас кто-то скакать в Москве, значит, или не будет у нас кто-то скакать. Для чего нужны скакуны? Вот эти вот, значит, вообще, в принципе, как таковые. Скакуны, значит, еще раз, возвращаясь к событиям на Украине. Значит, смотрите. То, что происходило там на Майдане, да, вот с моей точки зрения, как профессионального мента, я не УДГУ закончил, не университет с юрфаком, я закончил конкретно школу милиции. Вот. Меня учили в том числе, значит, как разгонять там вот эти вот митинги, там массовые вот эти вот мероприятия там и так далее и тому подобное. Вот. Суть в том, что вот это вот все, что было в Киеве на Майдане, разгонялось за 20 минут максимум. Просто при наличии желания. Просто при наличии желания, с одной стороны. Причем даже без применения огнестрельного оружия. Совершенно. Раз. Второе. С другой стороны, было бы желание у скакунов, они этот несчастный Беркут закопали бы сюда же, в эту же площадь, в течение 15 минут. Вообще не напрягаясь. Понимаете? Но, блин, вот эти вот горящие покрышки, в Беркут кидали, значит, коктейли Молотова, парни там горели. Вот это вот все, оно нужно было для создания
картинки, понимаете? Для создания телекартинки. Дым столбом, там, значит, искры, огонь, тут, значит, толпы безумных, там, открытые рты, перекошенные морды. Все как в плохом кино. Все как положено, понимаете? Хотя на самом деле, что в одну, что в другую сторону, вопрос решался в течение минут. И все. Сразу, одновременно. 3 раза было бы попытки, значит, этот самый Майдан возобновить, а после 3-й попытки уже никто бы там больше не скакал. Желающих бы не было. Есть одна такая хорошая штука, водометы называется. Блин, замечательная вещь. Холодной водичкой, значит, народ поливается. Струя такая, что с ног сносит, блин, а потом еще и по асфальту катает. Там синяки такие качественные остаются, а кому особо не повезет, значит, там может морду порвать, ребра сломать. Вот, и так далее. Суть в другом. Это значительно лучше и менее травматично, чем, например, огнестрельное оружие, резиновые пули там, и так далее. Зато массово, эффективно, наглядно и так далее. Кому охота, блин, мерзнуть после холодной водички, там, сразу убежал греться. Все. После этого поливалки прошли, значит, с метелками машины прошли, мусор убрали с площади. Чистенько, красивенько. Завтра пришли новые. Кто еще не с соплями, значит. Ну, можно процедуру повторить. Понимаете, разгоняется все на раз. Было бы желание. Вот в чем дело. Как сделать эффективными действия нападающих, я рассказывать не буду, потому что ну его нафиг. Вот. Значит, да. Но как раз таки для того, чтобы взять, например, власть, сооружать баррикады категорически не надо. Абсолютно. В принципе. Понимаете? Вот в чем дело. А там как раз вот эта вот вся шняга была именно для того, чтобы создать телекартинку. Для чего нужна телекартинка? Телекартинка нужна для того, чтобы показать негодующие массы людей, народу, да, особенно тех, кто там, значит, вот ходят они там, кормят этих протестующих живут в палатках там. Кто им привез палатки, блин? Ну ладно, вопрос отдельный. Ходят, значит, в привезенные сюда же туалеты, эти кабинки. Кто привез и поставил сюда кабинки, туалеты? Ну, кто-то привез, понятно. Потом приходила тетенька, значит, приносила печенюшки, всех кормила, ее тоже показали по телевизору. Какая она замечательная, какие, значит, эти люди добрые, да. Там, значит, практически целый госсекретарь приехала, ходит без охраны, печенюшками людей кормит, а они, значит, вместо того, чтобы ее там убить, варвары такие, они, значит, ей рады. То есть, оказывается, это не варвары, а замечательные такие товарищи. Вот это все скакание требуется для легализации того, что происходит после того. То есть не легализации с точки зрения закона государства, потому что государство предусматривает один вариант смены власти, законный, выборы, и собственно все. А легализация с точки зрения, значит, международного сообщества. Вот видите, это демократия, вот видите, это люди устали, вот они теперь это самое вышли, вот они это самое, вот они выбрали нового, вот они свергли старого, выбрали нового. Понятно, да? Все. И вот мы теперь этого нового признаем, потому что он выбран народом. Типа это прямая демократия. Все. Строго для этого нужны скакуны. Для легализации вот этой всей хренотени. Соответственно, будем посмотреть, что у нас в ближайшее время будет происходить в Москве. Значит, москвичей сразу хочу предупредить, что как только вы начинаете видеть скопление, массовые скопления народа, старайтесь обходить за 3 квартала все это дело. На всякий случай. Еще раз, значит, если будут брать власть в свои руки, скажем так, те, кто хочет вернуть социализм и Советский Союз, устраивать Майдан они не будут. Нормальным людям это не надо. Вот. Заметьте, что Майдан на Украине, что значит факельные шествия, что парады пидорасов, значит, с лесбиянками устраивают одни и те же люди, что характерно.
Нормальные в этом балагане не участвуют. Понятно, да? Вот. Поэтому, что бы там ни рассказывали, не надо туда ходить. Ну, чисто так, как в том фильме. Ты сюда не ходи, ты туда ходи, а то снег голова попадет, совсем мертвый будешь. Вот. Ну, чтобы там вам чем-нибудь куда-нибудь не попало. Да. Таким вот, собственно, образом. У нас, я сейчас не помню, но должна быть процедура как раз-таки на тот случай, если президент, собственно, значит, приболел. Вот. Кто там чего, как назначается вместо него, там, на какое время, там, какое положение в стране вводится и так далее и тому подобное. Но еще раз, просто так права президент делегировать, не может и не должен. В принципе, я уже объяснил почему. Вот. Как-то так. Такая вот интересная, нехорошая штука тут намечается. Опять же, президент заболел. Было как-то, кстати говоря, Путин болел. Усиление мгновенно ввели. То есть я, как, опять же, все-таки из этих самых внутренних органов, да, поэтому, скажем так, я сразу вижу, когда вводится усиление. То есть это сразу видно. Появляются дополнительные патрули на улицах. Вот. Гаишники, соответственно, начинают одевать не просто фуражку, там кепку, а начинают еще и броник надевать с каской. К ним представляют дополнительных товарищей с автоматом и так далее. То есть сразу армия переводится то же самое на усиленный режим несения службы по одной простой причине, что это замечательный повод, когда главнокомандующий не в состоянии принимать быстрых решений. Это замечательный повод разной заразе извне, значит, начать какие-то нехорошие действия против вот этой страны. Понятно, да? Вдруг взять, резко начать войну. И что? Это президент должен, его для этого выбирают. Вот. Что он должен начать там координировать так. Этому, значит, Министерство путей сообщения должно мобилизовать подвижной состав, всякое говно выкинуть под откос, все это под снаряды. Эти должны резко нарастить производство, значит, оружия. Эти должны начать там, внутренние войска сейчас, значит, вот это Нацгвардия. Заметьте, не Росгвардия, Нацгвардия. Официально Национальная гвардия. Такой структуры, как Росгвардия, нет. Что бы они там у себя на майках не писали, но это цирк и балаган. Вот, Нацгвардия. Нацгвардии, соответственно, дается команда обеспечить призыв. Вот. Армия, значит, должна мобилизовать население, значит, призывать запасников. Вот. Понимаете? То есть, и это президент банально начинает, значит, всем раздавать, всем сестрам по серьгам, пинать под жопу, чтобы они начинали суетиться. Вот в чем дело. Соответственно, то есть, опять же, чтобы было понятно, структура. На корабле есть два основных человека. Первый – это капитан. Капитан решает стратегические задачи. В первую очередь, куда идем, а если там шторм, то как идем? Идем, не идем, или там идем в обход, или еще. Он решает стратегические задачи. Соответственно, за исполнением решений капитана следит старпом. Вот на нем лежит вся ответственность за взаимодействие с экипажем. Капитан сказал, полный вперед, старпом, значит, отрепетовал, значит, так, полный вперед, рулевой, там, значит, это самое, ручку там, телеграфа, вот. А в машинном отделении, соответственно, есть полный вперед, там, газу прибавили. Все, винты закрутились, пароход куда-то поехал. Вот президент – это капитан, премьер-министр – это старпом. Понимаете, в чем дело? Без капитана, крайне сложно. И, соответственно, это разные люди, в том числе по личностным характеристикам. Капитан и старпом. Вот. Особенно с учетом, скажем так, практики деятельности. Принимать, такие вот решения
Это тоже нужна привычка, смелость там и так далее. Объявлять войну, не объявлять, вводить чрезвычайное положение в стране, не вводить чрезвычайное положение в стране, вводить карантин, не вводить в карантин, вот, и так далее. То есть неправильное решение. Но я надеюсь, что я ошибаюсь сейчас. Вот. Хотя, опять же, президент у нас вроде общался с главврачом этой больницы-то, блин, распиаренной, который, собственно, сейчас-то болеет, да. Так что все может быть, все может статься. С женой может муж расстаться, невеста может изменить. Но чтобы военный бросил пить, да. Здесь, соответственно, будем поглядеть. Тем не менее, ребятки. Тем не менее. Да, что хотел сказать из хорошего. Значит, все-таки кто-то прислал печенюшку для нашей команды. Вот, в виде 1000 рублей. Спасибо большое за поддержку в столь сложное время. Да. Вот. Мы-то вроде привыкшие сидеть дома работать, да? Но, блин, на нас все-таки сказывается вот эта вот штука, что люди сейчас остались без работы, соответственно, без определенных перспектив, вот, в том числе и финансовых перспектив. Вот. Как-то так вот. Штука такая нехорошая. Да, бюджетникам, кстати говоря, тоже не особо платят, насколько я понял. Вот. Во всяком случае, у нас в Удмуртии как-то с этим грустно. Да. Деньги экономят по полной программе. Вот. Как-то так. Как-то так. Поэтому пожелание пока ко всем такое. Сохраняйте, ребят, спокойствие, сохраняйте бодрость духа. Еще раз. Смотрите кинокомедии, например. Вот есть такая замечательная комедия «33 несчастья» 62 года, американская. Вот. Черно-белый фильм, но очень такой приятный, душевный. Начинается как-то не совсем это самое, но потом развитие идут нормальные. Вот. Его, например. Есть замечательный такой фильм по рассказам Джека Лондона «Смок и малыш». Это уже наш фильм. Вот. Там Вениамин Смехов играет, например. Тоже, кстати говоря, прикольный фильмец. Сколько он там? Несколько серий у него. Вот. Замечательная штука. Ну да, можно сделать перестановку мебели. Вот. Хотя нет, мебель лучше не переставлять. Эти вещи очень часто заканчиваются разводами. Да. Да. Развлекаться надо. Но аккуратно. Да. У нас в Удмуртии, например, как-то очень интересно разрешили, например, гулять с маленькими детьми, с младенцами, но в закрытых колясках. Разрешили пенсионерам выходить, заниматься скандинавской ходьбой, но при этом ни слова, значит, не говорят про мамаш с детьми, которые там старше грудного возраста, что с ними делать, где с ними гулять. Разрешили пробежки, но опять же сформулировано это так, что непонятно, то ли вокруг дома не дальше 100 метров, то ли еще как. И все это хозяйство не позже 7 вечера. Соответственно, возникает вопрос, а после 7 вечера у нас чего? Заболеваемость резко увеличивается, что ли? Вот. То есть как-то так. В Удмуртии планируют с 6 апреля открывать уже некоторые магазины. Вот. Не, полдалак разобрать, конечно, можно, но дело в том, что собрать его потом обратно,
могут потребоваться некоторые материалы. Вот. А магазины закрыты, собственно. Или там инструменты могут потребоваться. Потому что не факт, что, разбирая полы, вы сохраните половицы в целостности. Их может потребоваться некоторые заменить. Краску может потребоваться, значит, там обновить. У кого ламинат тоже может быть очень интересно. Вот. Такие вот вещи там, ребятки, да. Поэтому как-то так. Но народ, на удивление, ходит. Вышел на площадь. Люди гуляют. Вот, замечательно. Тут, значит, смотрю, парочка идет, мальчик с девочкой за ручку, ну, как, лет по 20 обоим. Вот, замечательно. Здесь, значит, муж с женой, замечательно. Здесь, значит, два парня в масках, нормально. Здесь, значит, два полисмена, тоже точно так же, парой прогуливаются. Вот, кругом пары, и все внимание на меня. Я один, блин. Ёкарный. Вот. Не знаю, патрульные катаются, мигалки мигают. Вот, ко мне никто не приставал. Еще раз, на тему того, что штрафуют тех, на кого именно распространяется режим карантина. То есть, кто приехал, например, из-за границы, вот, и ему теперь положено 2 недели отсидеть дома. Вот. Если, соответственно, он собака вылез, вот, его могут и штрафануть, если он вылез дальше магазина. Вот. Если тем более он заболел и никому об этом не сказал, да еще и вылез в людное место, ну там да, там штрафанут по полной программе так, чтобы остальным было неповадно. Все дело в том, что СМИ освещают все это хозяйство однобоко. Освещается так, чтобы нагнать паники, опять же. Вот. Этот вирус, он страшен не своими физиологическими последствиями, сколько он страшен в первую очередь психическими последствиями для людей, психологическими последствиями. Вот. Потому что, еще раз, паника это апофеоз страха. Страх – это постоянный перманентный стресс. И это самый худший вариант стресса, когда страх. В результате страха обостряются куча заболеваний. В основном сердечно-сосудистые заболевания обостряются. Вот. При этом всем у человека, да, может повышаться температура просто из-за страха, из-за стресса. При этом человек начинает интенсивнее терять воду, что характерно. Это, соответственно, опять же усугубляет болезнь. Поэтому пить. У вас теперь нет нужды куда-то бежать и бояться, значит, что вас прижмет где-нибудь, значит, по пути. Вот. Все сидят дома, замечательно. Вот. Поэтому занимайтесь собой. Опять же, такая штука. Финансисты говорят, что вот этот мировой кризис экономический, который у нас сейчас надвигается, характерен будет тем, что денег не будет. Но по большому счету, да, оно уже видно, как это все хозяйство началось, да. Люди сейчас деньги тратят, а откуда они их возьмут потом, не совсем понятно, если их работодатели будут банкроты. То есть у работодателей в том числе денег не будет. Деньги сейчас перетекают от тех, кто беден, от тех, кто не богат, к тем, кто сейчас уже богат. Вот. Кстати говоря, и это даже не те, кто вот в долг хрен кто-то дадет. Вот. И это не те, кто ездит вот на кукурузере. Они по России в основном вообще не ездят. Вот. Предпочитают жить за границей. Деньги утекают туда. Понимаете? Поэтому, как говорится, значит, если у тебя сейчас деньги есть в кубышке, потом у тебя их все равно не будет. У тебя их отберут тем или иным способом. Потому что кризис.
Потому что, например, были времена в тех же Штатах, например, во время Великой депрессии, а вот нынешний кризис, он будет походить в первую очередь именно на Великую депрессию американскую. Там, например, банально ходили по спискам, по домам, шмонали на тему наличия золота и просто отбирали. Просто забирали в пользу государства. Все. Не выкупали, а просто забирали, потому что государству нужнее. Например, вот. Наличные, ну, наличные вы сами отдадите. Потому что вам банально надо будет что-то есть, что-то делать. И так далее. Или денежную реформу проведут в худшем варианте, как все это дело было в конце Союза. Когда, значит, что у тебя на руках было, то ты можешь обменять, а все остальное накрылось медным тазом. У нас это тоже легко непринужденно повторить могут, кстати говоря. Поэтому в этих условиях, поймите, даже не в недвижимость вкладывать, потому что недвижимость, ну, как сказать, сегодня вы в нее вложили там, я не знаю, 3 миллиона рублей. Завтра эта ваша недвижимость будет стоить 1 миллион рублей. Я очень хорошо, например, помню времена, когда можно было обменять «Москвич» 412 на однокомнатную квартиру. Легко. А если чуть-чуть доплатить, то на двухкомнатную. Вот. Легко так, и непринужденно. Да еще, соответственно, значит, чтобы деньги у вас изъять, вас обложат дополнительными налогами, потому что у вас есть дополнительная недвижимость, не та, которая вам нужна по площади на вашу семью, а избыточная. У нас уже сейчас есть немножко так на эту тему, чуть-чуть совсем. Потом по полной программе, куда вы эту избыточную недвижимость денете? Продадите за копейки, к чертовой матери, копейки проедите. Поэтому на сегодня вот это вот все хозяйство надо вкладывать либо в то, что потом вам завтра сможет приносить прибыль, вот, а прибыль вам может приносить ваши личные умения, личные, не те умения, которые вы можете кому-то продать, вот, в качестве наемного персонала, а те умения, которые вы можете реализовать напрямую. То, что вы умеете делать руками или непосредственно мозгами. Ну, да, программеры там, скорее всего, у нас без работы особо не останутся, они будут ходить. Единственное, цена на их услуги упадет, потому что их много сейчас. Вот, они будут ходить там, винду переустанавливать, чинить все это хозяйство там и так далее. Вот. Ремонтные мастерские, да, будут жить. Потому что денег на новую технику будет мало у кого, старую придется чинить. Вот. Например. Вот. То, что вы умеете делать своими руками, собственными мозгами, непосредственно, без посредников. То, что вы можете продать напрямую через интернет, через соцсети и так далее. Вот это вот. Земля всегда прокормит, проверено, да, согласен, прокормит, если ты, скажем так, если земля достаточно плодородная, раз, у тебя есть техника, которая эту землю в состоянии обрабатывать, два. Потому что в одно лицо лопатой много не вскопаешь и много не посеешь. А потом хрен обработаешь. Вот в чем дело. Понимаете, в условиях, когда ты картошечку сажаешь чисто, чтобы хватило тебе, это одно. В условиях, когда тебе надо плюс картошечки, чтобы хватило не только тебе, а еще обменять эту картошечку на что-то еще полезное там, на то же мяско, например, да? Это уже, извините, 25 соток минимум, да, которые требуются для того, чтобы картошки хватило не только вашей семье, но и обменять ее на мяско, например, лопаткой, блин, сложновато вскопать. Вот в чем дело.
У человека есть определенная производительность. Вот. «80 соток – это почти гектар. Это площадь размером 100 метров на 80 метров. Лопатами родители вдвоем. Или кто-то еще привлекался. Или был еще мотоплуг. Или привлекался колхозный трактор. Я тоже лопату в руках держал, блин. Тоже знаю, что это такое. Угу. Да, трактор нужен, чтобы вспахать и все. За трактор еще надо заплатить. Трактору еще надо топливо купить. Да. В общем, штука такая. Поэтому в первую очередь вкладывать надо в себя. Потому что вот это вот вручную вскопать, когда здоровье и так никакое. Вот. Вот в чем дело-то. Вот в чем дело-то. Поэтому, ребятки, изучайте свой организм. Раз. Поправляйте свое здоровье сейчас, пока есть у вас полная для этого возможность. 2. Используйте активнее мой сайт. Там материалов лежит. Во! Причем этих материалов абсолютно достаточно для того, чтобы вылечиться от чего угодно. Причем совершенно самостоятельно и практически без использования аптеки. Там единственное надо просто почитать и подумать. Немножко. Вот. Таким вот образом. Да. Там же написано, что вот если у вас нет времени на подумать, если у вас нет возможности на подумать, или там все это дело прочитать, тогда да, обращайтесь ко мне и, соответственно, за дополнительную плату я вам с этими вещами помогаю. Вот. Как-то так. Как-то так. Да. Что бы вам такого интересного, оптимистичного рассказать? Да. Ну вот. Огород 80 соток лопатами, тяпками. Да, трактор нужен был, чтобы спахать и все, действительно. Угу. Да, все остальное вручную. Ну, действительно, блин, только вспахать трактором, блин. Основная работа именно вспахать, блин, да. А все остальное, да. В деревне здоровье получше, чем в городах. Ну, во-первых, я бы не сказал, что в деревнях здоровье лучше, чем в городах. Не сильно оно лучше. Особенно в нынешних условиях. Да. Народа с черьями оттуда приезжает выше крыши. Народа с глистами оттуда приезжает выше крыши. Вот. К примеру. Сейчас это не совсем. Все-таки та деревня, которую мы знали. Вот. Да. Самозанятый ремонтник квартир шутил, что ближе к пенсии будет бригада из адвокатов. Ну, да, легко, непринужденно. Легко, непринужденно, да. Вот.
Ну, так, появился слух о том, что будет какая-то принудительная вакцинация от коронавируса. Можете что-то по этому поводу прокомментировать? Спасибо. Во-первых, это слух. В первую очередь слух. Во-вторых, значит, надо понимать, что любая вакцинация от вируса гриппа – это афера. Всегда. Потому что от вируса на вирус гриппа, во всяком случае, специфический иммунитет с образованием долговременных антител не вырабатывается. Все. Поэтому вакцинироваться от него нереально. То, что сегодня ищут вакцину и говорят, к концу апреля они ее сделают, эту вакцину от этого гриппа, блин, это называется шизофрения. Понимаете? Когда люди выдают желаемое за действительное. Есть, скажем так, законы природы, и никаким административным приказом их не изменить, не отменить. Вот в чем дело-то. Это уже, блин, на практике доказано, что те, кто от гриппа вакцинируются, болеют больше, чем те, кто от гриппа не вакцинируется. На сегодняшний день, пока на сегодняшний день, у нас медицина является заявительной, а не обязательной. За редкими, там, за некоторыми исключениями. То есть, вам должны оказать услугу, вас вылечить, только когда вы обращаетесь. Навязывать вам что-то они не могут, кроме тех случаев, когда ваше состояние опасно для окружающих. Но вот эта вот фигня, вот эта истерия именно, которую сейчас вокруг разогнали, да, она как раз таки, это опасно для окружающих. Хотя, блин, ну и, ребят, еще раз, эпидемический порог не превышен. Мало того, он даже не достигнут. И даже близко к нему не подошли. Вот в чем дело. Я не могу вас призывать, соответственно, я вас совершенно не призываю к сопротивлению, если начнется обязательная вакцинация. Вот. Понятно, да? Вот. Клюквенный сок поможет от гастрита? От гастрита хорошо помогает перец кайенский в сухую. Ребят, на сайте вся информация есть. Сайт levbulldozer.ru. Вот. Коль, поставь адрес сайта сейчас вот здесь в чате, чтобы любые желающие могли его увидеть, по нему перейти. Значит, еще раз на тему сайта. На сайте есть справа, вверху, не в самом углу, а так да, вот где-то вот тут, вот, где я сейчас показываю, относительно экрана. Примерно вот здесь. Если на компьютере смотреть, поисковая строка. Сайт заточен под компьютер в первую очередь, потому что очень много информации на нем. Очень много. Со смартфона смотреть крайне неудобно. В крайнем случае с планшета, но лучше с компьютера. Вот. Информации очень много. Есть поисковая строка, которая по ключевым словам находит нужную вам информацию. Не через Яндекс, не через Google, а непосредственно то, что есть на сайте. Вот. Это отдельная заслуга нашего администратора Николая Геннадьевича. Я его за эту поисковую строку, блин, дрючил в свое время, требовал, чтобы она работала от и до. Она теперь работает. Именно для вас. Бесплатно работает. Заходите, ищите, находите материалы, читаете. Там уже все разжевано. Осталось открыть клювик, положить туда, в этот клювик самостоятельно,
все это дело проглотить. А то, блин, видел я тут недавно видео, значит, там, по-моему, птенец скворца, желторотик, бегал за гусеницей, гусеница от него, он, значит, к ней подбегает, пасть открывает, там этот клюв, а она, понимаете ли, не хочет ему в клюв залазить, она от него убегает, он опять ее догоняет, забегает сбоку, клюв открывает, значит, и она опять от него. Вот. Такое ощущение, что очень многие, кто доходит до моего сайта, делают ровно так же. То есть вместо того, чтобы уже вот это вот все готовое использовать для себя, для своей пользы, они, значит, находят где-нибудь пункт, где информация, там, предложение платное, да, здесь все платно, здесь все дорого, все, и убежал куда-то с воплями. Блин, 90%, больше чем 90% информации там совершенно бесплатно. Материалы Свящевой, материалы Куренкова, они абсолютно бесплатные. Вот. А платные там только мои комплексные рецепты. Вот. Ну, ребят, я тоже должен что-то есть и чем-то кормить свою семью, понимаете? Вот. Любой труд, по-моему, должен быть оплачен так-то, в конце концов. Вот. И опять же, да, рецепты я в свое время бесплатно выкладывал. Ну, что делают с халявой? Ну, как минимум, ее для начала не ценят, да? Потом каждая, значит, собака начинает все это дело, рецепт выворачивать строго так, как эта собака, значит, понимает. В результате рецепт теряет эффективность, но при этом продолжают верещать, что рецепт, понимаете ли, Львова, и он не работает, блин. Нет, ребятки, мои рецепты работают. Все. Понятно, да? Потому что они взяты не через теорию, а через практику. Они выведены на практике. Так. Мне кажется, ваш звездный час впереди. Блин. Да, ваши бы слова, да богу в уши, что называется. Может и так. Да, может и так. Поглядим. Посмотрим. По поисковой строке нет информации по янтарной кислоте. Нет информации по янтарной кислоте, потому что я про янтарную кислоту и, собственно, Куренков тоже практически ничего не писали. Еще раз. Там на сайте не перепечатки из интернета. Поймите такую вещь. Это не перепечатки из интернета. Охватить вообще полностью весь мир биологии и химии я тоже не в состоянии. Вот. Там материалы куренковских книг и, соответственно, мои статьи. Что я вам могу сказать? Ну, янтарную кислоту, например, ну, да, берете ее, лучше там есть по таблетке после ужина. Самое оптимальное. Вот. Как минимум. Так. Мне Гаенский заживил кровоточащую язву в желудке. Просто количество нужно большее. И так бывает, да. Опять же, это еда. Опять же, перец, блин, тоже разный идет иногда от партии к партии. Но этот Санта-Мариевский, он хотя бы более-менее стабильный по качеству. Хоть как-то на него ориентироваться можно. Вот. Пробовал перец, не сильно помогает. Ну, значит, дозировка, да, видимо, не та. Клюквенный сок. Нет, клюквенный сок слишком кислый. Ну, плоховато поможет. Трихопол. Значит, еще раз с трихополом, как с любым антибиотиком. У трихопола, например, есть конкретная вещь. Его надо принимать, исходя из определенных расчетов на массу тела. Если вы его едите меньше, вы просто-напросто приучаете трихомонаду к нему. Она начинает приобретать к нему резистентность, сопротивляемость. Вот. Это не есть хорошо. А правильные дозировки трихопола вы в состоянии воспринять без загибания на 5-й день только после полноценного курса детоксикации с дегельминтизацией на протяжении 3 месяцев. Понимаете? Это уже на практике выведено. Когда люди, значит, приходили, значит, там, вот это вот все покупали, потом уходили, потом приходили, блин, я не смог.
Ну, рассказывай, как делал. Ну, так вот, детоксикацию там бегом пробежал. Почему? Ну, потому что тиосульфат натрия невкусный. Ну, да, понятно, он невкусный. С него, значит, там пердеж, опять же, значит, сернистыми газами, да. Вот. Ну, да, ну, вот. И все. А после этого начал, значит. Ну, трихопол. На 5-й день все закончил. На 5-й день. Ребят, 5-й день из 5 недель. Эффективность какая? О, вот такая. Понимаете? Все. Есть определенная технология, хочешь получить конкретный результат, делай по конкретной технологии. Ну, вот. Хочешь построить дом, ну, значит, ты должен выполнить определенные действия в определенном порядке. В противном случае у тебя получится не дом, там, а, например, шалашик из веточек. Понимаете? Польза нулевая. Так. Что сейчас осваивать из работы, чтобы, еще раз, у вас есть свои собственные знания, умения, склонности какие-то. В любой деятельности важно, чтобы эта деятельность вам нравилась. Непосредственно вам, чтобы нравилось. Вот. Есть, например, у нас такие вот медицинские профессии, 2 медицинских профессии, они самые доходные. Это у нас стоматология и гинекология. Вот. Почему? Ну, потому что самому себе зуб запломбировать сложно. Куда деваться, да? И самой себе в это самое заглянуть тоже сложно. Вот. Все. Вот, пожалуйста. Без вот этих вот двоих людям обходиться достаточно сложно. Все остальное там, ну, как-то обходится потихонечку. Да, еще там, ну, пластическая хирургия. Но это уже отдельная тема. Точно так же во всех остальных профессиях. А для этого что у вас там? Ну, блин, я даже не знаю, вот на сегодняшний день предположить крайне сложно. Вот. У меня этих умений, блин, ну, да, начиная от стройки, заканчивая авторемонтом. В промежутке, соответственно, там деятельность МВД, медицина, биология. Да. Починить велосипед тоже могу. Не вопрос. Много чем занимался. Я вот так даже вам не скажу. Еще раз, с учетом того, что денег нет, соответственно, если новое покупается, то оно покупается дешевое. Вот. Соответственно, ремонт одежды, ремонт техники, электротехники там и так далее и тому подобное, да. Сейчас вот народ, например, сидя дома, маски шьет. Вот, просто идут в магазин, ну, кто успел сходить, там спанбонд купил, этот нетканый материал для огородников. Вот. Теперь сидят, шьют маски из спанбонда. Да. Например, кто-то успел подсуетился. Что завтра будет востребовано? Хрен его знает. Может, завтра будут востребованы костюмы из полиэтиленовой пленки, блин. Может быть. Те же самые маски, судя по всему, еще долго будут востребованы. Вот. Опять пошли слухи о том, что в Китае, значит, 2-я волна этого самого вируса пошла. Вполне реально, да, потому что этот самый обычный грипп, он волнами у нас и ходит обычно сколько волн. Первая приходит осенью, потом 2-я, значит, слабенькая, да, потом в районе Нового года 2-я волна приходит, и 3-я, значит, приходит в районе февраля. Но обычно так бывало. Вот. То есть
читайте, значит, грибы еловые, так с него ж плохо помирают-то, с этого гриппа-то. С ентого вируса-то плохо ж помирают-то. Вот. Да. А вот крематорий, если сейчас построить, я думаю, он, блин, да, будет востребован. Кстати говоря, с такой-то истерией легко непринужденно. Что у нас получается где-то, ну, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Февраль. 5 месяцев. 5 месяцев. Первая волна у нас прошла. Вот. Волны длинные такие. Потому что их старательно гасят. Вот. Все это растягивается. Но нам, собственно, наплевать, что там будет. Потому что так или иначе, но власти будут вынуждены выпустить людей на улицу, потому что иначе люди выйдут сами. Месяц просидеть, 1,5-2 месяца просидеть в карантине, может быть, а потом люди захотят есть. И они пойдут из дома, начнут выходить из дома, наплевав на все, банально в поисках еды. Вот тогда начнутся кражи, тогда начнутся грабежи, кстати говоря. Вот. Вот в чем дело. Вот эта власть должна предвидеть, но пока она это предвидеть, судя по всему, не хочет. На сегодняшний день численности МВД категорически недостаточно для того, чтобы справиться с волной преступности. Там просто количеством захлестнет. Просто захлестнет количеством. И все. Вот. Вот в чем дело. Соответственно, что у нас? Замки, да, хитрые замки на капот для автомобиля, например, будут востребованы, будут, чтобы аккумулятор никто не скоммуниздил. Хитрые секретки, значит, на зажигание будут востребованы? Будут востребованы. Почему? Потому что стандартная, штатная или просто стандартная противоугонка, сигнализация, которая стоит, она, извините, давным-давно всем известно, как обходится. Сейчас ее не обходят просто потому, что это нахрен никому не нужно. Потом будет нужно. Замки на, например, крышку бензобака будут востребованы? Будут востребованы, потому что бензин, скорее всего, тоже подорожает. Начнут сливать бензин. Секретки на колеса будут востребованы? Абсолютно. Почему? Потому что, блин, наверное, кто-то уже забыл, а кто-то и не знал о том, как в 90-е, например, снимали литые диски классно. Вот. Там, где я жил, в соседнем доме, значит, машина стояла. Блин, 3 раза с нее снимали колеса полностью. 3 раза. Последний раз, когда сняли, очень долго машина так и стояла, блин, на кирпичах, пока хозяин не решился все-таки снова поставить какие-то там колеса и потом продал машину к чертовой матери. Вот. То ли хозяин такой невезучий, то ли автомобиль, то ли еще что-то. Вот. Например, и так совсем, то есть берете и прикидываете, что будет. То и будет, что будет востребовано, то и будет востребовано. Решетки на окна снова будут востребованы. Вот. Например. Двери действительно бронированные, которые действительно из железа, которые правильно, с правильными петлями внутренними, да, которые, значит, с косяком, который правильно заделан в стену, в проем дверной. Вот. Дешево, сердито, плохо взламывается. Они нынешние вот эти китайские, которые, блин, канцелярским ножом режутся. Вот. Понимаете?
например, такая конструкция, кстати говоря, почему-то она плохо учитывалась, к примеру, если, значит, дверь в квартиру оснастить автомобильной сигнализацией, ну, с центральным замком. Прекрасная штука. Снаружи, значит, замки, которые, блин, обманка, ну иди вскрывай. А внутри тупо, как водится, засовчик, или там 4 засовчика, по бокам, вверх-вниз, вот, ну то, чтобы не отжали. К примеру, все это дело работает от аккумулятора, аккумулятор, соответственно, подпитывается либо от сети, вот, либо, соответственно, подпитывается, к примеру, там от солнечной батареи, установленной на окне, на балконе. Ну, вариантик такой, кстати говоря. Кому придет в голову, блин, что там такая вот фигня присутствует. Да. Что тут как в машине надо, значит, считывать код сигнализации. Да. Да, кстати говоря, надправительственная акция, да. Как раз с этого-то хозяйства я и начал, что вот эта вот технология контролируемого хаоса, это и есть введение в хаос правительств государств. Понимаете? Подвергнуть их психозу. Вот в чем дело. Введение в хаос, в истерику, в панику правительств государств. Вот что такое было. Управляемый хаос. На сегодняшний день паника есть? Да. Но она вроде как контролируется. Вроде как контролируется. Это оно и есть. Все. Ребятки. Такая вот интересная штука у нас получается. Да, потому что, еще раз, никаких реальных как сказать, ничего реального-то нету. То, что нам рассказывают, нас пугают. Ах, столько заразилось, ах, столько умерло. Очень хорошо. А относительно того же самого периода прошлого года, это как? Подъем, снижение. У нас ротовирусная инфекция, госпитализированные за год от ротовирусной инфекции миллионами исчисляются в стране. 20 миллионов в стране за год обычно, значит, госпитализируется от ротовирусной инфекции. Ну и чё? Надо теперь бегать с паникой, что ли? С выпученными глазами из-за этого? Так. По дурости год назад ел трихопол 2 недели по 12 таблеток за раз, 3 раза в день. В общем, это неправильно было. Да. Зверями, не зверями, не знаю, надо смотреть по результатам, что получили. Вот. Так. Так. У жены постоянные кисты по женской части, с одной расправишься, тут же новое. Что делать? Соответственно, лечиться полноценно, лечить весь организм. Полностью. Поймите, полностью. От и до. Потому что киста – это колония трихомонад. В первую очередь. Вот. Соответственно, когда такая ерундистика возникает, это говорит о том, что генерализованный трихомоноз в организме с локализацией в конкретном месте. И, соответственно, бороться со следствием, ну, смысл-то? Надо бороться с причиной. А трихомоноза, например, без гельминтоза не бывает. К примеру. Вот так вот. Так.
хронический гастрит. К хроническому гастриту должна еще и валерьянка прилагаться, если на то пошло. Да, кстати говоря. Так. Поддержки от государства не ждите. Никакой. На днях у нас кто? Чубайс выступал на какой-то конференции, где говорилось о том, что на Земле сейчас 7 миллиардов, а надо сократить население Земли примерно до 2-2,5 миллиардов. И, соответственно, Чубайс призвал Россию внести посильный вклад. Как вы думаете, что он имел в виду? Почему-то мне и очень кажется, что он имел в виду именно, в том числе и вот вас, к примеру. Как раньше говорили, не вписавшиеся в рынок, да? Как у нас говорил наш светлейший, значит, Владимир Владимирович, мы будем отруливать от патернализма, то есть от того, чтобы государство поддерживало людей, поэтому, соответственно, выживаете сами. Ну, это ж сказано все. Почему вы думаете, что вот вслед за этими словами будут какие-то прям противоположные действия? Поэтому, да, на сегодняшний день вот такой вот вопрос о выживании стоит перед очень большим количеством народу. Я так подозреваю, такой вопрос, если не сегодня, то через неделю, 2-3 встанет примерно у 70% населения России. К примеру. Вот. Так, что у нас там? Что у нас там? В комментариях. Угу. Значит, еще раз. Я не смотрю Островского. Господа, есть разные категории людей, которых я не смотрю принципиально. Понимаете? Например, в том числе как бывший следователь, я не смотрю видео различных зэков. Понятно, да? Я точно так же, значит, как человек, хорошо разбирающийся в биологии, имеющий логическое критическое мышление, категорически не могу смотреть, органически не могу смотреть выступления людей, которые вообще ничего в биологии не понимают. У которых все выступление сводится в огороде Бузина в Киеве дядьки. Все, глаза умные такие и уверенные. Ну и что? Как одно с другим-то связано? А никак. Почему? Ну там шизофрения и все. Там просто бред. Там много таких, например, та же самая Оганян. Там просто-напросто берешь, начинаешь читать, а там вот просто из воздуха взято допущение, потом взято другое допущение. Из этого хозяйства у нее получается, значит, чего-то там. Ну, блин. Но это не может работать, потому что оно не может работать. Потому что это допущение неверным взято, это допущение неверным взято. А это просто сразу так обзывается. Вот эта вот болезнь, она потому что вот. Ёкарный бабай. У нас есть причинно-следственные связи. У нас есть причины, следствия вообще в этом мире действуют. Понимаете, есть такая вещь, как иммунитет. Есть такая вещь, как вирулентность. И так далее.
И вот эти вот вещи, они соответствующим образом развиваются. Есть определенные принципы функционирования организма. И просто так вот это вот брать и вот... Мы сейчас вот это полечим. Ну, как ты это полечишь? Если у тебя вот этот орган, он завязан на кучу систем. И его полечишь, а вот это лечить, трогать не будешь? Блин, это бред полнейший. Ребят, не надо мне вот этих вот тут подкидывать всяких идиотов там. Да, как полисмены себе пару подбирают. Ну да, там ниже уже сказано. Им на разводе вручают. Да. Да. Ну, у нас тоже вот с мигалками катаются, да, но пока ни до кого не докапываются. Во всяком случае, в центре здесь. Да. Президент носом шмыгал во время крайнего обращения. Еще раз, вот термин крайний, да, у него есть связка с некоторыми словами, причем количество этих связок сильно ограничено. Например, крайняя плоть, крайняя необходимость. Крайнее обращение нету, крайний там выход в магазин нету. Говорите нормально по-русски. Последнее обращение президента. Это будет правильно и по-русски. А те, кто вот так вот пытается чего-то там в это самое, это вот неправильно. Да. Так. Третий Майдан разогнали за пару часов. Все правильно. Так. Ну, я тут от конца к началу. Значит, смотрю. Так, завод работает. Хорошо. Захотелось переехать в Беларусь. Мне тоже хотелось, я поизучал немножко там. На тот момент расхотелось. Дело в том, что, скажем так, те, кто из России эмигрирует, они заселяют в Западную Белоруссию в первую очередь. В Западной Белоруссии на сегодняшний день примерно так же, как в Западной Украине в свое время. Крайне националистические настроения присутствуют, потому что там до хрена бывших поляков, потому что там Польша старается изо всех сил и так далее. Поэтому вот этих вот националистов начинают разбавлять приезжими русскими. Понятно, да? Например. Вот. Да. Так. Капсаицин в капсулах есть. Значит, смотрите, ну блин. Вот есть, например, экстракт травы маклеи, продается в аптеке, называется сангвиритрин. Вроде работает. Вывели, значит, ученые и так далее. Ну, вы знаете, работает-то работает, но он хреново работает. Вот если взять относительно травы, работает хреново. Вроде экстракт полезных веществ. Хрен. Плохо работает. Трава сама по себе работает значительно лучше. Вот. Соответственно, перец точно так же. Вот лучше использовать непосредственно перец, чем его экстракт, капсаицин. Потому что в том случае того же самого, например, гастрита, да, там необходимы белки для того, чтобы построить ткань, аминокислоты вернее. Перец, например, кайенский, он прекрасно рассасывается в ране. Полностью рассасывается. Почему? У него строение белков таково, они состоят из аминокислот, которые не вот так вот сцеплены, а которые вот так вот с легонца.
Понимаете? И эти белки расщепляются на аминокислоты прям тут же в ране, и аминокислоты используются здесь же как строительный материал. Вот. А капсаицин работает как противовоспалительное, как дезинфицирующее. Понимаете? В каком случае будет эффективнее работать? Когда будет капсаицин в капсуле или когда будет перец целиком? Так. Кору осины в мае-апреле собирать. Еще раз, вся информация, ребятки, у меня на сайте есть полностью. Вот. Кто сказал, что обязательно в апреле-мае? Совершенно не обязательно. Так. Совершенно не обязательно. Если вы этот рецепт нашли у меня на сайте, там все написано. Если вы этот рецепт купили у кого-то с рук, то да, там не написано. Где вы рецепт взяли? Стесняюсь спросить. Ась? Так, да. Блин, с учетом внушаемости нашего населения, впору скоро будет, как сказать, рассказывать такие вещи там или приписывать к рецептам, значит, если ты этот рецепт не купил, а украл, вот, ну то есть купил не у меня там где-то с рук по дешевке, вот, то действие препаратов будет прямо противоположным, да, тебя обуяет понос, и ты не сможешь больше никогда выйти из дома. Подозреваю, народ будет верить. А на многих будет действовать. Так, можно каенский перец детям? Дети у нас, блин, считаются до 18 лет. Возраст детей какой? Во-первых, значит, с 3 лет, как минимум, в принципе, эти вещи уже можно. Вот. С 3,5, там, с 4 точно. 4 года это проверено как минимум на практике. Весь Китай ест. Да. Перченым они своих детей начинают кормить примерно лет с 2. Некоторые, значит, современные родители китайские с 3. Вот. Дети перец едят кайенский, кстати говоря, значительно легче, чем взрослые, на удивление. Вот. Курунгу месяцами. А зачем? Там, в принципе, если проблемы кишечника устранены, 3 месяцев должно хватить, если для кишечника. Если восстанавливается микрофлора влагалища, то да, там до полугода. Вот, например. А так, перец детям, да, можно. Можно. Чего ж нельзя? Еда это. Еда. Так. А что, вопросы? Кстати, да, на одном из прошлых стримов я, в принципе, рассказывал о том, что есть такой автор Кощеев. У него, соответственно, есть книга про съедобные травы. Лесные, полевые, съедобные травы. Поищите информацию. Я подозреваю, что через месяц эта информация будет очень актуальная. Вот. Придется ломануться на природу и начать
Соответственно. Соответственно, если что, значит, что у нас? Так-то ядовитых растений у нас очень мало, на самом деле. Значит, если вы попали в лес и не знаете, что ядовитое, что съедобное, делайте очень просто. Возьмите небольшой кусочек. Если это ягоды, то, соответственно, значит, съешьте одну ягодку. Нормально? Ну, нормально, значит. Съешьте вторую ягодку. Не горстями их. Если вы не знаете, что это за ягоды на кусте таком растут, тогда по одной. Вторая ягодка, ну, нормально тоже. Третья ягодка, что-то какая-то невкусная, да? Четвертая ягодка, значит, там еще через 10-15 минут. Что-то она совсем кака. Ну, значит, это вам попалась волчья ягода. Вот, она именно так и воспринимается организмом. Первая нормально, вторая нормально, третья, значит, тоже может быть, а четвертая, пятая уже точно не пойдут. Вот. Хотя, опять же, все зависит строго от организма. Если вы, соответственно, вовремя не выплюнули, а проглотили все-таки, несмотря на противный вкус, ну, посидите под кустом немножко. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы лопухи рядом росли. Вот. Со всеми травками остальными точно так же. Друг у меня, например, сам он из деревни, значит, по лесу ходит, грибы собирает. Я говорю, Лёх, как ты определяешь, грибы съедобные, несъедобные? Вот. Я, говорит, в них не разбираюсь. Я, говорит, их нюхаю. Если, говорит, съедобно пахнет, значит, съедобный гриб. А несъедобный, говорит, гриб, он и пахнет несъедобно. Невкусно. Нормально? Принцип подхода, да? Вот. Но так-то у нас поганок так, чтобы они совсем были ядовитые. По большому счету поганка бледная. Вот. И мухомор. Тот же самый мухомор знают все. Бледную поганку тоже сложно с чем-то перепутать. Вот. К примеру. Так, растения, тот же хвощ полевой, везде сныть, везде заготавливать их можно. Заготавливаются они точно так же, например, как капуста, бочковые. Все это хозяйство укладывается в бочку, сверху гнет, вот там, можно соли немножко добавить, по большому счету все. Вот. Хвощ лучше заготавливать весной. Весной он нормальный, еще мягкий, потом он начинает деревенеть, такой становится качественный. Точно так же можно крапиву заготавливать. Можно сушить эту самую крапиву. Вот. И так далее. Отрава, не отрава. Как сказать? Мне как бы бояться вот этого всего хозяйства невместно. Вот. Еще раз, если кто-то о чем-то говорит, и у него даже есть книги, вы думаете, сейчас книги кто-то цензурирует, редактирует, вот это вот можно выпускать, а это чушь и бред и ересь? Нет. Что вы, блин, какими-то мерками странными подходите? Хватит здесь уже Островского пиарить, блин. Нравится Островский? Идите к Островскому. Что вы здесь делаете? Человек, блин, проект себе запилил, развесил плакатиков, блядь, по стенам. Ни хера не знает, блядь. Деревянный. Причем сверху, блин, по пояс. Но вы знаете меньше, чем он, поэтому вы ему верите, потому что он говорит убедительно. Все, поэтому я и говорю, ребята, думайте своей головой и учитесь, чтобы разные дебилы вам не засовывали в голову всякую дрянь. Я вам уже сказал, блин, свое мнение, вы меня спросили, вам сказал. Сейчас вы снова меня начинаете вот это, а нет, у него книжки есть. Да хуй с ним, с этими книжками, блядь, и этим долбоебом. Я вам сказал, зэк, блядь, бывший. Он вам еще не такого расскажет. Пристали ко мне со своим стубилем. Дядя это что ли ваш? Папа это ваш? Идите, блин, женитесь на нем, еб. Женитесь с ним, блин.
Извините, да. На ютубе есть один такой очень неплохой, как сказать, момент понять, человек рассказывает нормальные вещи или чушь. Когда человек рассказывает всякое говно, его YouTube пиарит в полный рост. У него просмотров масса. Мгновенно. Как только я начну рассказывать какую-нибудь белоленточную лабудень или про пользу, значит, лечения мочой гориллы, меня YouTube распиарит мгновенно, без всяких усилий с моей стороны. Просто потому что чушь, она прекрасно ложится на мозги редакторов этого самого YouTube, которые такие же, блин, деревянные, как множество, значит, тех, кто в YouTube какую-то хрень рассказывает. Вот. Все. Опять будет куча дизлайков и выступления старых учительниц, которые не приемлют русский язык. Понимаете, есть лекарственные травы, да. Значит, но лекарственные травы, они, соответственно, справочники по лекарственным травам, они изданы либо каким-нибудь научным сотрудником еще в советское время, либо, соответственно, в конце перестройки, там 90-е, 91-е года активно эти вещи печатались. В советские времена, кстати говоря, тоже активно справочники по лекарственным травам печатались. Издавались они в том числе институтами. Вот. В том числе, значит, есть конкретные рекомендации по лекарственным травам в справочниках для фельдшеров. Вот. Понимаете? То есть вся информация по лекарственным травам, она уже есть, присутствует. Практически все изучены, информация есть. Когда какой-то идиот начинает вам рассказывать о том, что вот это вот хорошо помогает при ля-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 ля, и перечень причем помогает. Ну, да, но вопрос-то, насколько хорошо помогает, насколько это эффективно помогает. Понимаете? Каждая травка, она, как сказать, эффективна строго в своей области. Например, тот же самый, если взять подорожник, к примеру. Ну, да. Значит, некоторые там что делали? Лист подорожника сорвал там, облизал его, да, к ранке приложил, должна теперь зарасти. Как эффективнее сделать? Для ранки эффективнее перец кайенский насыпать. А подорожник, если что, надо вымыть, разжевать и наложить сверху. Разжевать только сок, чтобы не глотать. Подорожник, например, это мощнейший антидот. Но не будучи листиком, а надо из него извлечь зеленый сок, превратить этот подорожник в зеленую массу, сочащуюся соком. Это значит, надо взять много листьев подорожника, и если вы в полевых условиях в лесу, разжевать хотя бы, понимаете? Значит, и, соответственно, потом использовать. Если это укус змеи, к примеру, это мощнейший антидот. Он прекрасно вытягивает,
Если укус змеи, надо обкладывать место укуса, значит, и всю конечность выше. Еще раз, простой пример по работе, например, подорожника, да. Если уж так об нем заговорил, значит, дама мне звонит, так и так, ее, значит, кот цапнул. Да. Укусил, значит, запястье. Там как раз тонкая нежная кожа, да, у нас. Много сосудов. Цапнул хорошо. У нее все это дело, значит, что делать? Я ей, значит, сказал, что делать. Вот это, значит, сделай. Ну, это ж надо, блин, в аптеку теперь идти. Зачем? Зачем? Она, значит, вспомнила, что надо, значит, сделать солевую повязку. Но, ё-моё, соль, она же кожу разъедает, да? Поэтому она сделала слегка солененькую водичку, намочила этим хозяйством бинтик и намотала на руку. У нее, естественно, что пошло, так как водичка слабо солененькая? У нее, естественно, пошло воспаление. Она уехала из города на огород. Вот. Там, значит, все это дело размотала. Как глянула на руку. У нее пальцы начали опухать. Муж у нее, значит, уже принял пивка. Вот. У нее начали опухать пальцы. Она, значит, прифигела. Пошла, значит, к соседке, которая докторша. Показывает руку. Та, значит, посмотрела. А там пошла красная стрелка к локтевому сгибу уже по внутренней стороне предплечья. То есть, конкретно прямой симптом, непосредственный симптом гангрены, начинающийся. Кисть опухла, пошла красная стрелка. С этим хозяйством госпитализируют месяц, вам превращают задницу в дуршлаг. Собственно. Она, значит, звонит мне, ну ей не хочется, чтобы ей месяц из ее задницы дуршлаг-то делали, да? Вот. Она, значит, опять звонит мне, что делать? Я, значит, тихонько офигеваю от того, что она не сделала первое. Вот. Я говорю, езжай в город. Ну, я не могу, муж уже, значит, выпил, блин, тут ля-ля-ля 3 рубля, такси это дорого. Ну, как будто похороны дешевле, да? Вот. Ну, ладно, хорошо, подорожник-то хоть растет, растет. Муж-то хоть вменяемый, еще не на рогах, нет, не на рогах. Чуть-чуть выпил, значит, много яичникам хватит этого, понятно. Мясорубка есть? Есть. Значит, все, муж ушел собирать подорожник. Пропустили они его через мясорубку, как я сказал. Обложили полностью руку, всю кисть. Не просто местами, а полностью вся рука была вот в этом вот. То есть руку фактически засовывали в мешок с намолотым подорожником, листом подорожника. В следующий раз, говорю, поменяй примерно через полчаса. Потом поменяй через час. Потом поменяй через 2 часа. Потом у тебя будет ночь, поменяй на ночь. Ночью обязательно посмотри, что у тебя с рукой. Как только, если у тебя стрелка пойдет дальше локтевого сгиба, немедленно, блин, вызываешь скорую, едешь в больницу. Мне утром, соответственно, обязательно позвони. Человек утром не звонит. Звоню, значит, сам, дозваниваюсь до ее родственников. Вот. Думаю, что там случилось. Ну, она грядку пропалывает уже. У нее с рукой все замечательно. Понимаете? Вот это действие подорожника, например. И об этом действии подорожника надо знать и иметь в виду. Не надо пытаться этим подорожником лечиться от гельминтоза. В этом он неэффективен, как, что бы кто ни говорил, блин. Там в том числе семена подорожника, они, блин, так успокойтесь уже. Есть значительно более эффективные средства. Вам процесс или результат нужен? Вот если вам надо, значит, от укуса змеи спасаться, это подорожник. Вот так, как я сказал, полностью обкладывается конечность, регулярно меняется, потому что он там впитывается вообще мгновенно. Вот этот зеленый сок, он впитывается мгновенно.
Это антидот. Начинающаяся гангрена, блин, вот в данном случае, да, была вылечена за 8 часов. Хотя в условиях стационара месяц. Вот. Понятно, да? Конкретно от гельминтоза требуются вот эти вот вещи, блин. И никакие другие, не надо придумывать всякую чушь. От вот этих вещей вот это вот надо вот использовать, а не что-то там еще, блин. А тот, кто начинает вот это хозяйство выдумывать, что-то там в голове, книжки писать, какие книжки писать, если, блин, все справочники по лекарственным растениям уже составлены? Если справочники по гельминтозам уже составлены. Понимаете? И так далее. Когда, значит, там предлагают чего-то слабо сильным там что-то лечить, блин, смотришь на это, диву даешься, ну, ёкарный бабай. Там весь организм в полной заднице, блин. Чё фигнёй-то заниматься? Еще раз. Если вам охота потерять время, деньги, блин, ну, ради бога, идите туда. Опять же, чтобы понимать, я всегда говорю, мне тоже верить не надо. Ребят, я не церковь, я не Бог, мне верить не надо. Я хочу, чтобы вы знали и понимали то, о чем я говорю. Чтобы вы понимали и знали то, о чем я говорю, вы должны разбираться в вопросе, ну, хотя бы на 80%. Вот тогда вы будете понимать, что я вам говорю. И быть уверенным в том, что я сказал вам правду, а не придумал там, не нафантазировал, значит, и так далее. В конце концов, открываете мой сайт, там слева внизу есть рубрика. Нет, слева вверху, да, вот идет рубрикатор, там, значит, где-то вот тут вот примерно, да, на экране, отзывы. Тыкаете и читаете отзывы людей. Да, там это по переломам. Они самые массовые, потому что рецепт по переломам, он в открытом доступе. Пожалуйста. Вот. В том числе там отзыв травматолога. В том числе там отзывы людей, у которых до этого там ничего не срасталось по полгода по году, например. Вот. К примеру, у меня почему-то срастается с моими рецептами. При этом каждый рецепт, заметьте, я объясняю до запятой, почему он работает, механизм работы. Перелом и кунжут. Ну при чем здесь кунжут? Ну потому что вот начинают спрашивать, а маковое семя? Ну нет там, блин, того кальция в том количестве, блин, и в такой биодоступности. Был бы кунжут подходил, я бы сказал, да, кунжут. Ой, этот самый, блин, маковое семя. А так и все. Так, что это такое, блин? Да. Так, если заикание нужно мозг восстанавливать, нет, по заиканию там не так все сложно, не так все страшно. И да, замечательный вот этот самый совет. Смотрите фильм «Король говорит». Вот. Там фактически весь механизм, вот этот вот, он написан. Каким образом, соответственно, все это хозяйство работает. Вот. Как-то так. У меня еще раз есть вопрос, да? Вот зайдите на сайт. Я рассказал про здоровье практически все. Еще раз говорю, у меня на сайте информация достаточно для того, чтобы вылечиться от чего угодно. В принципе, от чего угодно. Заходите туда. Если найдете картофельный сок, значит там будет по нему написано. Если не найдете про картофельный сок, значит, скорее всего, этот сок относится к бесполезным вещам, о которых я, соответственно, не счел нужным рассказывать. Потому что я рассказываю о том, что полезно для организма и в каких, собственно, случаях. Вот. А перечислять, что вот, ну, а вот это не подходит, и это не надо, и это не надо, и это не надо.
Ну, сами понимаете, да, это можно до бесконечности перечислять, все равно вопросы будут. Вот. Так. Значит, если дома нормально с новыми людьми плохо, значит, вам надо петь. Еще раз, вам надо петь. Вот понимаете, в этом фильме, значит, и говорится, вы должны петь. Вы должны именно петь, вы должны пропевать. Поэтому запишитесь, есть хор для взрослых. Я не знаю, хоть церковно-приходской, блин, хоть там церковный хор, блин, я уже сам заговариваться начинаю потихоньку. Куда угодно, но идите и пойте, чтобы там, ну, в составе хора, например, ради бога, прекрасно. Поставить солировать еще лучше. Будете выступать перед людьми, незнакомыми, замечательно. Когда человек поет, он не заикается, что характерно. Понятно, да? Там надо всего-навсего наработать связь между слуховым и языковым центрами. В мозге есть вот звуковой центр, да, там слуховой. Вы слышите, обрабатываете информацию. И, соответственно, языковой центр, чтобы что-то говорить. Когда, значит, связь там нормально налажена, вы же сами себя слышите, да? Вот, вы нормально говорите. Если эта связь очень короткая, бывают такие аномалии, значит, очень короткая связь, тогда человек тараторит, как из пулемета. Вот, сосед у меня такой. Но бывает, что эта связь по какой-то причине нарушена, не физиологически, вот, скорее психологически, но ее можно восстановить именно тем, чтобы петь. Вы тянете звуки, вот, просто-напросто. Надо петь. Надо петь. Да хоть, я не знаю, в караоке-баре, блин. Вот. Начните для себя там и так далее. Надо петь. Пум-пум-пум-пум. Так. Читал официальную информацию с РПЦ про перенос схода благодатного огня и соответствующие комментарии. Убило. Не, ну это если божественное явление, как может быть перенос схода божественного огня? Этого в принципе быть не может, блин. Ну там уже все это дело рассказывали подробно, популярно уже, значит, священники сами рассказывали о том, что, как сказать, те, кто там дежурит, кто назначен туда дежурить, они туда идут с зажигалкой или со спичками сами. И сами там поджигают. Все. На самом деле сход благодатного огня прекратился несколько лет тому назад. Просто прекратился и все. До этого, да, было. Значит, я помню еще Юрий Анатольевич Бабиков, значит, сказал, что все, в этом году не будет. Не будет. Да, там, значит, я смотрел прямую трансляцию специально, значит, ну, чтобы либо, да, человек говорит правду, либо уличить его во лжи, проверка информации элементарно. У них там была какая-то задержка, заминка, что-то они там суетились туда-сюда. Потом огонь пошел, но была одна интересная штука. Дело в том, что когда зажигаются свечи от благодатного огня, огонь не жжет. Именно отсюда пошла привычка умываться этим огнем. Когда вот пучок свечей, они горят там, чуть ли не факел получается. И вот так вот умывают огнем в огне. Значит, да. Но до этого, соответственно, я тоже как бы эти вещи смотрел, видел,
но значения не придавал. А тут, естественно, соответственно, был вопрос, как будет. И вот там был такой момент, когда народ попытался огнем умываться, они начали дергаться, потому что огонь на самом деле обжигает. Мало того, ребята начали себе палить ресницы и брови. Понимаете? Все. Потом я еще, по-моему, года 2 или 3 подряд, значит, смотрел прямые трансляции и убеждался, что опять все. Огнем уже никто не умывается. Кто-то следующий год еще раз попробовал, опять ни хрена не получилось. Ну и, собственно, на этом все закончилось. Понятно, да? Вот, как-то так. Как-то так. Это примерно, сколько уже? Ну, блин, лет 15, что ли, прошло. 14. Как-то так. Все. Больше нету благодатного огня. Да. Была теория, когда человек поет, используется другая часть мозга. Нет, там, понимаете, просто нет вот этой... Не надо торопиться для того, чтобы устраивать звуки один за другой. Когда человек поет, ну, естественно, не рэп, используется не другая часть мозга, та же самая, просто время между звуками, временной интервал больше. Все. Так. Как-то так вот, как-то так. Поэтому еще раз пользуйтесь справочниками по лекарственным травам, например, разнообразными. Одно время чистили библиотеки от старой литературы. И, соответственно, значит, книги просто-напросто выкидывали в утиль, сдавали в макулатуру. Но перед тем, как все это хозяйство сдать, эти книги просто стояли стопками в этих самых библиотеках. Можно было прийти, узнать, когда у них будет ревизия книг, когда, значит, они там соберутся, все это хозяйство, выбрать книги, которые вы хотите забрать, и забрать все это дело бесплатно. Вот. Я таким образом где-то, килограмм 300-400 книг перетаскал домой. Вот. Потому что, нужные, хорошие, полезные, в утиль, ядрить, мадрить. Вот. Так, как-то так. Что у нас? Почти 2 часа уже, в принципе, получается. Почти 2 часа. Поэтому еще раз и опять, ребята, думайте своей головой, изучайте сами, для того, чтобы не попадаться на удочки различных, я не знаю, идиотов, мошенников, просто дебилов и так далее. Понимаете? Учтите, сейчас психиатрия практически не работает. Если раньше все-таки лечили идиотов, шизофреников, сейчас их не лечат, пока он не стал опасным для общества или сам не захотел полечиться. Некоторые формы опасны для окружающих не тем, что человек агрессивен, а тем, что он становится очень убедителен. Он даже выстраивает логические цепочки, четкие логические цепочки. Единственный подвох: он за основу берет неверные исходные данные, понимаете? Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот в чем дело-то. И все.
Я встречал таких. Говорят, да. Очень убедительно. Блин, невозможно не поверить. Угу. Но тем не менее, их выдает как раз таки вот такие вот вещи. Неверные исходные данные. Просто берутся допущения из воздуха, не основанные абсолютно ни на чем, противоречащие, например, той базе данных, которая у меня есть в голове, тем знаниям, которые у меня есть, тому опыту, который у меня есть. А многие таких знаний не имеют или у них нет такого опыта. Легко на это ведутся, кстати говоря. Вот. Шизофреник шизофрению не вылечит. Ну, в том числе, но не всегда. Не всегда. Шизофрения, она тоже разная. Там в шизофрении тоже много различных моментов, отличающихся. Понимаете? Вот. Вот в чем дело. Единое название одно — шизофрения. А вот там градаций уже достаточно много. Вот. Да. Иногда, да, иногда правда выглядит как ложь. Вот. Ну, такое. Все правильно. Сахов и украл эту невесту. Да, да, и в землю закопал, и надпись написал. Все верно. Вот, в палату его. Делириум тременс. Белый-белый, совсем горячий. Да. Начальник на работе, шизофреник, своя какая-то логика, свой мир. И такое бывает легко и непринужденно. Легко и непринужденно. Зачастую бывает, например, так, что да, сами психиатры ставят диагноз ошибочно, потому что, как сказать, они с одной стороны уже несколько предвзяты, с другой стороны они, например, не понимают того, что человек им рассказывает. Вот. Так, слушаю вас. Так и не пойму, есть этот вирус или нет. Ну, во-первых, вирус есть. Вот. Во-вторых, он распространяется, да. Подвох в том, что он не настолько опасен, как о нем рассказывают. Понятно, да? То есть он не опаснее обычного сезонного гриппа. Вот в чем дело. Как повысить устойчивость к стрессу? Ну, например, при помощи валерьянки. Вот. Понимаете, все советы психологов, например, вам надо поменять свое отношение. Ну, для этого чего? Надо наплевательски относиться, да? Поменять отношение ко всему происходящему или только к некоторым фактам. Если ко всему, ну, человек станет просто-напросто пофигист, например. Вот. К примеру. Поэтому используйте, например, валериану форте, только чистую валерьянку без всяких добавок в виде там пустырника и прочей лабудистики. Вот.
Будет помогать. Почему нет? Да. Птичий свинский грипп был проверкой боем. Ну, почти и не совсем. Они использовались, да. Но, в принципе, да. Смотрели, как это хозяйство распространяется. Там был и прямой коммерческий интерес, например, да. Потому что каждый раз, там, оба раза после птичьего гриппа Китай закупал курятину в Штатах. После свинского гриппа, соответственно, свинину закупал в Штатах. То есть прямой выгодоприобретатель Штаты. И свинский грипп, соответственно, сделан в американской биологической лаборатории, расположенной в Грузии. Собственно, да. Вот. А сейчас, да, вот эта вот штука, которую нам обещали. Управляемый хаос. Вот он вся Евразия в этот хаос погружена. Все бегают с выпученными глазами, приспущенными штанами, грязными задницами, и воняют. На сегодняшний день, вот честное слово, так и подмывает. Где-нибудь в магазине, там, когда куча народу стоит, значит, там с тележками, там, с корзинками, они все такие озабоченные, друг на друга зыркают. Те, кто в масках, особенно зыркают на тех, кто без масок, значит, все такие встревоженные. И начать кашлять среди них, и посмотреть, сколько народу скачет с грязными штанами. Роняя кал, Вот. Исходя из этого, соответственно, возникает такой рецепт. Жаль, что Пурген у нас больше не производят, не продают. Я думаю, он очень хорошо бы помогал вот от этого самого вируса. 2 таблетки за раз принять, все, больше никто не кашляет. Валерьяна понижает давление. Замечательно. Тогда сверху еще и перца принимайте. Перец давление восстанавливает до нормы. Вот. А чё, Господи, изобразить, страшный кашель, вообще не вопрос. Ну ёбары СТ, и все. Уже все разбежались. Правильно? Вот. Ай, страшно только, на выходе встретят с носилками, а то и с топором, на всякий случай. Да. Реально же людей довели до истерики, Вот реально. Вот реально сегодня, ходил, отдельные, значит, прохожие, которые попадаются навстречу, понимаете, все смотрят либо с подозрением, либо озабоченно. Ну, никогда такого не было. Вот. Как-то так. Лицо кашляющему, мне вот, например, сложно это сделать. Да. Но, запинать толпой, наверное, получится. Ну да, скорее будут разбегаться, Вот. Поэтому, как-то все-таки, да. Так, аллергии – это гельминтоз. Раз. Атопический дерматит – это в основном нехватка витаминов, которые синтезируются на солнце. Поэтому атопический дерматит – это на юг, на солнце, на море,
Да, желательно на черное все-таки. Так. Как-то так. Ладушки, ребятушки. Больше 2 часов. В принципе, особо вопросов нет. Вот. На следующей неделе, наверное, еще раз встретимся. Вот. Еще стрим проведу. Пока будем встречаться на стримах. Соответственно, вопросы можно предварительно либо в группу писать ВКонтакте, либо на сайт слать через форму обратной связи, либо, соответственно, тут. Вот. Пришли, забрали куда-то, ну, на проверку, блин, забрали. Вот. У нас, блин, тоже вот с этим вирусом, понимаете, одни, у них только подозрение и их в инфекционку. То есть там люди не болеют, симптомов нет и так далее. Есть только какие-то там вот подозрения. И они уже в инфекционке. Другие люди конкретно уже все тесты показали, это коронавирус. А у тебя легкая форма, дома сиди. Вот это мне, например, совсем непонятно. Как это, блин? Это называется тоже шизофрения у власти. Понимаете? Легкая форма, но у тебя коронавирус. Ну хорошо, у этого легкая форма. А он кого заразит, блин, стояк по вентиляции, блин? Будет и тяжелая форма. Как нехрен делать. Понимаете, вот эта вот шизофрения властей, она на сегодняшний день убивает веру в будущее. Вот в чем дело. Вот. Да, можно в блендере сырой жгучий перец перемолоть, выпить с водой. А зачем больше столовой ложки-то? Пол чайной ложки максимум достаточно. Половина, значит, чайная ложка либо без горки, либо пол чайной ложки с горкой. Все. Этого вот так достаточно. Зачем столовую ложку перца-то есть? Ну, шо, зачем над собой так издеваться там? Да. Шкока валерьянки на 48 килограмм веса. Я думаю, 20 миллиграмм будет достаточно. Но опять же, все зависит от темперамента и от того, насколько вас довели окружающие. Вот. Тест на коронавирус может быть ложноположительным, поэтому его делают дважды, трижды, перепроверяются. Вот, да. Как-то так. Все, всем спасибо, что пришли, что были. Рад был пообщаться, как всегда. Вот. Да. Учитесь, господа. Учитесь. Да. Всем пока.